Привет всем! Сегодня обзор, на мой взгляд, необычного такого изделия. Это галстук-бабочка из натуральной кожи, ручная работа. Изделие, с которого я начинал все, из-за которого пришлось обучиться определенным навыкам работы с кожей. Началось все с идеи. Хотелось сделать какой-то необычный аксессуар. Бабочки деревянные сейчас уже очень такое распространенное понятие, и уже ничем не удивишь. А вот кожаные редко встречаются, и именно в таком виде. То есть складывают там тонкую кожу, несколько слоев. Эти же бабочки делаю из цельного куска толстой ременной кожи, растительного дубления. Сейчас по порядку расскажу, как я их делаю. Изначально сделал себе вот такой вот шаблончик, по которому обрисовывал и вырезал заготовки. Заготовки делал с такой вот кожи. Чистая растишка, не крашеная, где-то толщина 3,5-4 мм. Она довольно-таки плотная, держит форму. После того, как вырезал форму, красил, сначала экспериментировал с морилками. Вот сейчас покажу. Так, к примеру, вот. Это одна из первых бабочек. Такой цвет, там такой. Были разные варианты, эксперименты. Почему дальше перестал именно заниматься окрашиванием? Хотелось более постоянных каких-то моделей, и плюс к этим бабочкам рассчитывал сделать еще в одном стиле аксессуары. Но так как краска морилкой, она не постоянная, то есть здесь может, допустим, получиться цвет темнее, светлее, смотря как нанесешь. В общем, я отказался от этого способа. Сейчас заказываю кожу, тоже растительное дубление, основных 3 цвета. Это один сорт. Допустим, одна толщина, только разный цвет кожи. Тоже Италия. И еще сложно было вырезать четко, красиво вот ту форму. Были определенные трудности. Поэтому сейчас я заказал себе вот такой вот нож. И форма уже вырубывается идеально под прессом. То есть все красивенько, ровненько. После чего получается вот такая вот заготовка, с которой я дальше работаю. Дальше я где-то у меня было. Дальше я снимаю фаски, делаю отступ, размечаю отверстия, тыльную сторону обрабатываю, заглаживаю клей СМС, и плюс потом еще аппретурой сверху, чтобы ворс не поднимался, и она становится такая гладенькая. Как вот сейчас double face, есть такое понятие. То есть с двух сторон она получается такая приятная на ощупь, без ворса. Отверстие разметил, пробиваю и прошиваю. Прошиваю, стараюсь брать нить в тон, допустим, если коричневая, то там коричневая, черная, черная. Они такие получаются более стильненькие и
как бы нить особо на себя внимание не тянет, но как декоративный элемент, вот эти швы, отверстия, они создают такую красивую картинку. Вот тоже как пример, но это еще окрашенное морилкой. Торцы шлифую, как я показал в предыдущем видео. Сначала обрабатываю клей СМС, затираю сликером и дальше покрываю апплитурой. Чаще всего это Kendo Gloss. Самополирующаяся, она потом вот оставляет такую картинку. Тем более, что бабочка, она находится поверх рубашки и часто будет тереться о ткань рубашки, тем самым полироваться, натираться. Само крепление раньше делал такое вот, еще это экспериментировал, то есть делаю хомут и сюда уже вставлял такую резинку. Нашел крючки. Вот. На самом деле хотелось сделать что-то более особенное, что-то поинтереснее, более стильное. И сейчас я пришел к решению, делаю еще кожаный такой ремешок под бабочку. Тоже вставляется в этот хомут с тренчиком. Крепление может быть на такой кобурной винт. Вот, продевается, одевается и сюда еще крепится. Вот так вот на тренчик. Вот. И есть еще, сегодня не представил, еще на данный момент тестирую. Сюда ставлю маленькую такую пряжечку, там где-то 15 или 10 миллиметровую, на которую застегивается. Вот такие вот получаются сейчас изделия. Кожа очень красивая. Кстати, кожу я тоже покрываю апплитурой, добавляет блеск, делает более эффектными, насыщенными цвета. Какой плюс использования вот таких вот именно кожи, окрашенных уже? Они у поставщика есть периодически, то есть их можно дозаказывать и делать все изделия в принципе одинаковые. Если человек, допустим, захочет такой вот цвет, то его проще изготовить, чем окрашивать потом кожу и как бы попадать в тон. И еще большой плюс, с такой же кожи я делаю ремни в брюки. И вот сегодня еще выполнил заказ, сейчас покажу. В комплект делаю еще запонки, чтобы человек мог заказать полностью комплект в одном стиле, в одном цвете. Все вот эти аксессуары, они дополняют друг друга и выглядит очень стильно и красиво. То есть вот если взять вот этот комплект, то уже его купили, будет отправлен заказчику. Отдельно хочу сказать о возможностях оформления таких изделий. Допустим, декоративная прошивка, к примеру, другой нитью, она уже меняет изделие, делает его немножко другим. То есть можно создавать, так сказать, разный стиль. И вот, к примеру, бабочка, которая еще вскрыта сверху финишным покрытием, которое я мешаю. Вот оно добавляет, получается, такое какое-то вкрапление золотистое. И в принципе под этот цвет еще используется вот такая вот нить. И довольно гармонично, красиво смотрится, эффектно.
Тоже лак, все переливается. Вот такое вот тоже покрытая обратная сторона. Красивая текстура кожи. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Спасибо за просмотр.